Добрый день, друзья! Сегодня на нашем канале Вартрос мы будем готовить десерт, торт из нашего детства. Самый любимый десерт в нашей семье – это торт-муравейник. Я покажу своим способом, как я готовлю, по нашему семейному рецепту. Для нашего рецепта нам понадобятся такие ингредиенты. Сначала для теста, а потом для крема. Для теста нам понадобится теплое молоко, 3 яйца, сливочное масло, сахар, ванильный сахар, сода, уксус и мука. А для крема сливочное масло, вареная сгущенка, просто обычная сгущенка и мед. И, конечно же, подробный рецепт я напишу в описании под видео. Приготовим для начала тесто. Нам нужны яйца, мы отправим их в миску. И хочу сказать, что все ингредиенты для теста у нас должны быть обязательно комнатной температуры. Поэтому заранее нужно доставать из холодильника. И, как всегда, я разбиваю яйца в отдельную пиалочку, для того, чтобы на случай, если вдруг попадется какое-то испорченное яйцо. Нам для этого рецепта миксер не нужен. Мы просто венчиком будем взбивать, и этого достаточно будет. К яйцам добавим сахар и венчиком будем взбивать. Еще ванильный сахар добавим вместе, вот так. И взбиваем так вот. Вот так взбили и добавляем теплое молоко, не холодное, именно теплое. Еще можно молоко заменить на воду вместо молока. Иногда бывает, что я на воде тоже готовлю это тесто. Вот так соединили и добавляем сливочное масло. Видите, оно у нас такое мягкое. Вот так и должно быть. Добавляем сюда. И тоже соединяем все ингредиенты. Угу. Вот такая у нас масса получилась. Сейчас нам надо будет сюда добавить соду, гашеную уксусом. Вот так. У нас 1 чайная ложка соды. Гасим 1 столовой ложкой уксуса. Перемешиваем, добавляем в нашу массу. Если вместо молока использовать сметану или кефир, то гасить уже не надо будет уксусом, а просто добавить соду. Вот так перемешиваем. Все ингредиенты соединили, и нам остается добавить сюда муку. Муки я измерила 4 вот таких вот стакана. У нас здесь 250 миллилитров в стакане. Сейчас посмотрим, сколько уйдет сегодня. Обычно уходит ровно 4 стакана. Добавляем не все сразу, поэтапно вымешиваем до гладкого состояния такого. Уже венчиком стало сложно мешать наше тесто. Уже надо теперь руками вымешивать. Вот так я счищаю. Угу. Посыпем коврик мукой и вот так вот немножко муки. И сюда наше тесто добавим. Это такое универсальное песочное тесто. Очень приятное.
И когда выпекается, очень вкусно. Вот так. Я потом в дальнейшем покажу, какой консистенции должно быть наше тесто. Немножко еще муки добавим. И все. И вымешиваем так вот. Вот посмотрите. Вот я думаю, что столько будет нам достаточно. Видите, уже тесто вот такое у нас плотное, но не забитое мукой. Посмотрите. Сейчас мы вымесим, и потом нам надо будет отправить в морозильную камеру. Хотела поделиться с вами. У нас в Одессе такая сегодня прекрасная погода была. Мы были у моря. У нас море в 10 минутах от нас, но именно на берегу моря такая хорошая погода, аж не хотелось возвращаться. Так было, как весной. Тепло, солнышко. Вот посмотрите, я уже вымесила. Вот такая консистенция. Видите, мягкая. Напоминает, как пластилин. Вот так вот. Сейчас мы делим тесто на 4 части. Я не взвешиваю, просто на глаз мы делим. Вот так. Вот так формируем так, чтобы в дальнейшем нам было удобно натирать на терку. Вот так вот. Я вот такие вот полосочки делаю. Сейчас каждую колобочек сделаем такие полоски. Потом обмотаем обязательно в пищевую пленку, для того, чтобы тесто не заветривалось. И отправим в морозильную камеру приблизительно где-то на 40 минут или на час. Плотно заворачиваем. Смотрите, вот так вот. Вот так. И вот так каждый наш колобок. Вот так. Пока у нас тесто охлаждается, мы приготовим крем. Для крема нам понадобится мягкое сливочное масло. Мы тоже все ингредиенты берем комнатной температуры. Видите, какое оно мягкое? Нужно заранее доставать из холодильника, чтобы легко взбивались все ингредиенты. Добавляем в чашу миксера масло для начала. Сначала взбиваем до белой пышной такой пены. И далее будем добавлять остальные ингредиенты. Вот так мы взбили. И теперь по 1 столовой ложке добавляем вареное сгущенное молоко. И прежде чем добавлять, вот так хорошенько ложкой мешаем, чтобы масса смягчилась немного. Вот так, видите? Вот так смешали. Добавляем по 1 столовой ложке и потихоньку взбиваем. Сюда же добавим ванильный сахар. Вот такая у нас масса получилась. Сейчас я соберу со всех бочков остатки вареной сгущенки и масла
И добавим сюда просто обычное сгущенное молоко. Тоже поэтапно, не сразу все. Вот так. Чуть-чуть добавим и мешаем. И добавим мед. Мед у нас служит тем, что будет скреплять наши вот эти, наше тесто после выпекания. Я вам покажу, как это все у нас будет происходить, как мы будем делать наш муравейник. И это не обязательно, но мне очень нравится аромат корицы, поэтому я добавлю вот где-то чуть меньше пол чайной ложки корицы. От этого выпечка будет еще более вкусной и ароматной. Все мешаем, и у нас наш крем уже будет готов. Вот так. Хочу показать вам, какой у нас получился крем. Посмотрите. Такой воздушный, такой ароматный. Посмотрите. Мы оставляем крем в сторонке и сейчас займемся тестом. Пересыпаем муку на коврик и будем натирать наше вот охлажденное тесто через терку. Мы специально отправили в морозилку для того, чтобы было удобно нам тереть на терку. Это очень удобно. Можно даже заранее приготовить это тесто. И когда надо, тогда вот приготовить муравейник. Смотрите, вот так натираем. Немножко обволакиваем в муке и натираем. И так каждый раз. И вот потом вот эти вот крошки тоже обволакиваем. И вот так вот натираем. Еще чуть-чуть муки я сейчас добавлю. Сейчас принесу. Вот еще муки я добавлю. Вот так. Для того, чтобы наша вот эта крошка, каждая крошка была в муке. Немножко вот так вот. Угу. И натираем. Смотрите, вот так вот у нас получилось. Для того, чтобы отправить на противень, мы берем ситечко, встряхиваем теперь лишнюю муку и отправляем вот сюда вот на противень. Предварительно мы застелили пергаментной бумагой и хорошенько нужно разогреть духовку. Заранее включаем духовку. Так. Так, распределяем тонким-тонким таким слоем. Отправляем в духовку при 190 градусах где-то 5-7 минут до такого золотистого румяного цвета. На средний уровень, режим вверх-вниз. Пока у нас печется в духовке, мы продолжаем натирать остальное наше тесто. Вот так. Смотрите, вот когда у нас тесто стало такое золотистое, мы периодически открываем духовку и вот доводим до такой вот крошки. Тесто горячее, но ничего, можно так вот быстренько. Вот должно быть вот такое вот. И отправляем дальше выпекаться до золотистого цвета.
Смотрите, в общей сложности выпекали мы 10 минут. Вот до такого состояния, смотрите. Вот такая золотистая крошка. Пока это чуть-чуть остынет, мы отправляем второй противень. И вот так будем чередовать. Угу. Вот так пересыпаем в другую мисочку. Вот так. Пока в горячем состоянии, смотрите, где вот такие вот собрались вот такие комочки, мы их так вот распределяем. Я натираю на терку такое тесто, а также хотела вам сказать, что можно еще через мясорубку перекрутить. Так тоже многие делают, но мне очень удобно и нравятся именно вот эти завитки, когда через терку. И у меня через крупную терку. Мне так больше нравится. Натираем уже третий наш колобок. Пока у нас печется последний наш корж, мы поджарим немного на сковородке грецкий орех. Тут 100 граммов ореха. Немножко поджарим, потом измельчим. Последний наш корж уже готов. Вот так у нас получается. Посмотрите. И посмотрите, сколько у нас получилось в общей сложности. Пока они горячие, вот эти вот части, мы их вот так вот рассоединяем. Вот так. И отправляем в общую нашу мисочку эту. Угу. Все. Сейчас будем измельчать орешки. Измельчаем орехи. Можно и блендером измельчать, а можно просто вот так вот ножом. Где-то будет большие кусочки, где-то маленькие. Так даже вкуснее получается. Вот так мы измельчили, посмотрите. Добавляем к нашему тесту испеченному, будущему муравейнику. Перемешиваем. И сейчас добавим сюда крем. Вот так вот добавим крем. И вот так будем перемешивать. Итак, весь крем добавим сюда. Вот так. Так, перемешиваем. И лучше всего перемешивать, когда вот эти вот наши крошки в горячем состоянии. Крошки-муравьишки. Вот такие. Посмотрите, вот так мы соединили крошки с кремом. Вот так у нас такая масса получается. И я буду формировать порционные такие десерты. Вот в такой вот рюмке. Мы накладываем по чуть-чуть и вот так вот утрамбовываем. Вот так. Накладываем.
И вот так немножко прижимаем, вот так. Посмотрите, вот так у нас получается. Выравниваем. Это будет у нас дно. Вот у меня есть вот такая вот бумага для кексов. Я накладываю. Посмотрите. Вот такие у нас порционные получаются десерты. Мы в дальнейшем еще будем украшать сверху шоколадом. Так я формирую наш муравейник. Вот так. Хочу сказать, что я вот этот стакан ничем не смазывала, ни водой, ни маслом. Это не надо делать. Она и так хорошо очень выходит, наш муравейник. Поэтому можно брать любой стакан, формочки, какие вы любите, какие вам нравятся. Еще хочу показать второй способ сборки нашего десерта. Вот это. Еще я растапливаю шоколад для украшения муравейника. Посмотрите, вот у нас есть такая форма. Мы перекладываем всю нашу вот эту массу сюда. И будет вот такая вот в виде торта такого. Утрамбовываем хорошо. И потом можно резать на любые кусочки, которые вам нравятся. А это уже второй такой способ. Вот так, видите? Форма может быть любая, что круглая, квадратная, овальная. Это как вам больше нравится. Ну, прямоугольную форму вот так я сейчас покажу, как мы будем нарезать. Вот так. Приблизительно намечаем себе полосочки вот такие на глаз. Вот так. И сейчас в виде ромбиков. Можно в виде ромбиков, можно прямоугольные, квадратные. Но в виде ромбиков получается как-то по-праздничному и нарядно, так, знаете. Вот так. И можно потом уже до конца вот так вот нарезать. Я растопила шоколад. Тут у меня смесь черного и молочного шоколада. Мы сейчас будем украшать наш муравейник. Смотрите. Берем вот такие вот полосочки, делаем. Сверху я буду насыпать фисташковыми лепестками. Можно чем угодно. Можно и орехами грецкими. Что вам нравится? Смотрите, как красиво, правда получается? И точно так же вот поверх вот этих вот кусочков. Вот так вот уже более вот так. Угу. Смотрите, как красиво получается. И вот так по чуть-чуть фисташковые лепестки. Можно миндальные. Друзья, вот и готов наш торт, десерт, муравейник. Он очень ароматный получился. Сейчас Ани попробует. И я попробую. И Ануля, ты будешь пробовать? Это Ануля. Ани. Аляса Гамова. На, вилочкой.
Мукни. Окна. Вот так вот, смотрите. Видите? Вот такой он пропитался. Амова. Друзья, пробуйте по такому рецепту. Я думаю, вам очень понравится. Спасибо, что были с нами. До новых незабываемых кулинарных встреч. Обязательно подписывайтесь, пишите комментарии. Напишите, вы готовите такой торт-муравейник? И впереди нас ждет много домашних, вкусных и проверенных рецептов. Мам, шата мало. Примочек.